Итак, от теории к практике. В конце лета у нас появилась идея организовать семейный уикенд для пар, которые хотят улучшить свои отношения. 2 насыщенных дня в лагере Sunshine. Общение, игры, семинары и время наедине вдалеке от городской суеты. И мы верим, что это маленький старт для чего-то большего. В Украине самый высокий показатель разводов в Европе. По примерным подсчетам, это 67% от общего количества браков. Как следствие, больше 3 миллионов детей проживают в неполных семьях. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в течение 2020 года в Украине наблюдается рост обращений по домашнему насилию. В каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявление насилия. Только за этот год мы видим всплеск обращений на 66%. Таким образом, четко прослеживаются негативные тенденции в ковидный период, которые показывают, что люди, оставшиеся на изоляции наедине друг с другом, просто не способны проводить столько времени вместе без негативных последствий для своей семьи. Эта ситуация нас пугает. Но что может сделать всего одна семья? Как говорят, слона нужно есть по кусочкам. И поэтому мы решили начать с себя и своих друзей, организовав семейный уикенд на базе лагеря Sunshine под Киевом. Здесь мы собрали семейные пары, которые хотят лучше понять друг друга и перевести свои отношения на новый уровень. Прежде у нас был опыт организации только детских лагерей, поэтому здесь нас ждал вызов, но тем интереснее было испытать себя. Мы не хотели загружать семьи нравоучениями, что им стоит исправить, что они делают не так. Скорее, мы предоставили все условия для длительного и качественного свидания, чего так сильно не хватает дома, когда ты погружен в свои повседневные заботы. Должна быть движуха, а движухи нет. Секунду, сейчас все исправим. Как игра? Классно. Кто побеждает? Побеждает команда тех, кто называет правильное имя. Ага. Какой счет вообще? 3-2. Такие реально, вы как будто на каком-то матче находитесь. Ну так, болельщик. Так, а болельщики давай, Украина! Андрюха, ну что, как там глубина? Очень большая. Это он просто на воде, как Иисус. Тебе не страшно? Слышали фразу «Все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчастная семья несчастлива по-своему». Это правда лишь отчасти. Когда мы начинаем вместе обсуждать наболевшие темы, мы понимаем, что большинство проблем, возникающих в семьях, довольно типичны. Главное, что здесь важно – быть готовым к работе над отношениями двумя партнерами. Когда мы только начинали готовить программу, было очень сложно определиться, с чего начать. Ведь о семейной жизни можно так много говорить. Как общаться, как проявлять любовь, как прощать – все это важно. Мы решили начать с азов, понять, кто ты и с кем ты живешь. Соколовский, Юра и Таня провели для нас тест-диск на определение темперамента и объяснили, как отличается каждый из них. Они привели очень классный пример, который помог нам понять суть. Темперамент – это скелет. Это то, чего мы не можем изменить, и то, кем являемся. Характер – это мышцы. Мы знаем, в чем мы слабы, и тренируем это в себе. Мышцы удерживают скелет и помогают нам двигаться. Этот тест был классным стартом для семей, которые хотят лучше понимать друг друга.
Они психологи, и они помогли нам решить очень важный для нас момент с нашим ребенком, как нам правильно с ним общаться, строить взаимоотношения. И очень понравился их личный пример, и мы уже 24 года вместе, и для себя открыли очень много нового по поводу друг друга, по поводу того, что нам нужно исправить. И ты слушаешь не просто человека, которому 20, да, который еще ничего в жизни не видел, а у которого есть опыт, который пережил какие-то вещи. Кажется, что они искренние и действительно живут так, как рассказывают. А вообще важно помнить, что кризисы бывают во всех семьях. И так ценно, когда рядом есть поддержка. Один из самых важных шагов – признать, что вы сами не справляетесь, и попросить о помощи. И если есть желание у обоих партнеров, вы точно преодолеете эти проблемы, а ваша семья станет крепче и сильнее. Не убегайте от проблем, обязательно решайте их, не откладывая. Ищите помощи, учитесь строить семью вместе, и все получится. Мы в палатках, наверное, ни разу вместе не были еще, поэтому нужен был процесс адаптации. Да, классно, что мы были без детей, поэтому время тет-а-тет, вот оно бесценно. И они не успеют ничего натворить, и мы можем чуть-чуть переключиться, чуть-чуть расслабиться. Конечно, я бы дней 5 хотел бы побыть в такой атмосфере 100%. Эти выходные прошли даже ярче, чем мы планировали. Но главное, что мы обрели команду единомышленников, что очень вдохновило нас двигаться в семейном вопросе дальше. Увидимся в следующих влогах, а может даже на следующем семейном уикенде. Пока! Уже почти год мы ведем свой влог, но ни разу не говорили об одном важном аспекте нашей жизни – моем бизнесе, хотя в названии влога есть этот пункт. История о том, как простой художник открыл компанию и за 5 лет развил ее до международного уровня со 120 сотрудниками и оборотом $1 миллион в год. Смотрите в следующем выпуске.